Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет, с вами Людмила. Предлагаю сегодня присоединиться ко мне и связать вот такие очаровательные туфельки, которые мы можем одевать как праздничные и можно носить на повседневку. Это все зависит от того, какая подошва будет у этих туфелек, из какой пряжи будем вязать. Туфли вяжутся очень легко и просто. И сегодня давайте мы попробуем это сделать вместе с вами. Для вязания данных туфелек понадобится подошва, конечно же. Какую вы подберете, я не знаю. Я вот взяла такую белую. Для обвязки подошвы нужна нить. У меня такая прочная капроновая. И я буду обвязывать в 2 нити. Нить для самого изделия Melissa Sweet. Вообще пряжа очень хорошая, 100% акрил в 75 граммах, 168 метров. Она прочная очень, она водоотталкивающая. Не зря ее называют еще искусственной шерстью. Выглядит замечательно, просто и цвет. Мне очень понравился ее цвет. Номер цвета сейчас скажу вам, 25. Крючки 2,5 для обвязки подошвы буду использовать и крючок 3 мм для вязания самого изделия. Начинаем с обвязки подошвы, и здесь вот для этого я пробила отверстие шилом по всему периметру, по диаметру всей подошвы на расстоянии полсантиметра. И вот начиная от середины пятки, вот отсюда обвязываем первый ряд нитью обвязочной синтетической по 2 столбика без накида в каждое отверстие. Между столбиками никаких воздушных петлей, просто столбики без накида по всей окружности подошвы. В первое отверстие провязываем 1 столбик без накида. И во все остальные по 2 столбика без накида. Когда мы закончим ряд, в конце ряда подойдем к этому первому отверстию, мы туда довяжем уже 2 столбик. А сейчас пока сюда 1 и дальше по 2 столбика без накида. Вот таким образом довязываем до конца ряда по 2 столбика без накида в каждое отверстие. В конце ряда вот тут последнее отверстие, вяжем сюда 2 столбика без накида. И дальше в первое отверстие, с которого мы начинали, вот тут у нас 1 столбик, мы довязываем сюда еще 1 столбик без накида. И затем в первую петлю, с которой мы начинали, которая получилась, делаем столбик соединительный. Теперь воздушная петля подъема и нить обрезаем. Дальше будем приступать уже к следующему ряду. Уже берем нить основную, которую будем вязать изделие, и начинаем вязать впереди. Вот здесь мы выровняем, чтобы ровненько было у нас вот количество петель. Я думаю, что вот отсюда примерно
Вот примерно вот отсюда будем начинать. Я рекомендую от центральной петли где-то 6-7 петель отступить вправо и начать ряд. Крючок я уже беру 3 миллиметра и привязываемся вот сюда столбиком без накида и вяжем дальше весь ряд столбиками без накида от начала до конца. Заканчиваем ряд в первую петлю соединительным столбиком. Связали соединительный столбик. Теперь воздушная петля подъема. И следующий ряд мы тоже будем вязать столбиками без накида в каждую петельку предыдущего ряда. Но этот ряд мы не будем вязать до конца. Этот ряд мы закончим на пяточке. И вот сейчас мы просто отметим, где у нас будет конец этого ряда. Вот вяжем сюда и вот здесь где-то будем заканчивать. Вот берем где-то по расстоянию примерно 1/3 пятки. Вот так выравниваем и ставим сюда маркеры. Намечаем маркеры с обоих сторон, чтобы ровненько было, посмотрите. И вот сейчас мы будем уже ряд довяжем до пятки, а потом начнем уже вывязывать пятку. А вот теперь продолжаем вязать этот ряд столбиками без накида. Вяжем здесь, вот сюда и вот сюда. Заканчиваем вот здесь на втором маркере. Когда доходим до первого маркера, мы здесь провязываем петли, снимаем маркер, эту петельку провязываем столбиком без накида и снова на место ставим маркер, потому что нам нужна будет эта отметочка для того, чтобы потом вывязывать пятку. Дальше двигаемся ко второму маркеру. Провязываем вот последние петли перед маркером, затем снимаем маркер, провязываем эту петлю и петлю, которая у нас теперь на крючке, снимаем на маркер. Саму петельку. Прокладываем нить теперь до первого маркера назад. Смотрим, чтобы она была не слишком туго натянута, но и не слишком свободно, то есть именно такая вот по пяточке. И начинаем вязать вот от этого маркера столбиками без накида, но уже по рисунку. Одна петля столбик без накида из петли предыдущего ряда, одна следующая петля столбик без накида из петли на ряд ниже, и чередуем их из петли предыдущего ряда
И опускаемся, следующая петля на ряд ниже, вяжем столбик без накида на ряд ниже. Получается у нас длинные и короткие столбики, чередование их. Вот у нас длинный столбик из петли на ряд ниже, потом короткий. И смотрим, равняемся по нижнему ряду. Видите, длинный, короткий, длинный следующий вот сюда, затем будет короткий. И до конца ряда вяжем длинный, короткий, чередуем. Вот так получается длинный, короткий, длинный, короткий, длинный, короткий. А в конце снимаем с маркера петлю и провязываем ее вместе с последней петлей, которая была на крючке. Затем провязываем 3 дополнительных столбика без накида. И теперь эту последнюю петлю с крючка переносим на маркер. Следующий ряд тоже будем вязать по рисунку. Теперь все ряды на пяточке будем вязать вот таким рисунком, длинными короткими столбиками в шахматном порядке. Снова прокладываем нить в начало ряда на пяточке. И от первой петли, с которой мы начинали, вперед отступаем 3 петли. И начинаем с третьей петли вязать столбики без накида. 3 столбика без накида вяжем просто. И дальше по рисунку длинные короткие столбики, чередуя, над длинным вяжем короткий, над коротким длинный. Маркер снимаем, он нам уже не нужен здесь будет. Прокладываем вперед 3 петли и вяжем столбик без накида в третью петлю. Вяжем 3 столбика без накида и потом переходим к рисунку.
Вот уже на третьем ряду очень хорошо виден рисунок. В шахматном порядке чередующиеся короткие и длинные столбики. Плотность вязания должна быть достаточная для того, чтобы пяточка была плотненькой такой, не падала и держала форму. Вот у нас довольно хорошо получается. Дальше снова прокладываем нить на начало ряда и будем продолжать вязать. Вот с этой стороны мы будем в начало ряда отступать 3 петли, в третью петлю начинать вязать столбики без накида. Потом идем по рисунку пятку, доходим до конца ряда, снимаем здесь с последней петлей маркер, провязываем 3 дополнительных петли, то есть столбика без накида, и снова возвращаемся в начало ряда. И так ряд за рядом по 3 петли с каждой стороны мы добавляем. И провязываем мы примерно 10 рядов. В общем, провяжем 10 рядов и посмотрим, достаточная ли высота. Это будет расстояние вот здесь где-то до переда. А вот провязано 10 рядов. Вот я думаю, что этого сейчас достаточно. Это не совсем высота пятки, но мы еще будем довязывать вверх, поэтому вот на этом этапе достаточно укреплена пяточка, хорошо стоит. И дальше продолжаем вязать. Вот с этой петли мы уже на маркер ее не переставляем, а продолжаем столбиками без накида, вяжем по кругу этот ряд. И продолжаем его. Вот у нас начало ряда вот здесь впереди на носочке. И нам нужно от этого начала ряда дойти до него и от него 4 ряда провязать по кругу. Вот дошли до начала ряда, то есть мы закончили тот ряд, который мы остановили на пятке тогда, помните? И теперь мы отсюда вяжем по кругу 4 раза. Каждый раз возвращаемся сюда, в эту точку. Связали ряд по кругу, столбики без накида. Из петель предыдущего ряда не надо никакого узора. Идем просто 4 ряда, столбики без накида. Вот так теперь выглядит наша уже заготовка. Мы тут уже сделали высоту подъема, вот 4 ряда столбиками без накида. И сейчас можем уже приступать к вязанию верха переда. Вот здесь по центру находим центральную петлю, и нам нужно по 6 петель в обе стороны отсчитать. Отмечу сейчас центральную петлю и от нее потом 6 петель вправо и 6 петель влево. Вот мы наметили петли, с которой по какие у нас будет первый ряд. И начинаем вязать первый ряд. Воздушная петля подъема, еще одна воздушная петля, дальше одну петлю пропускаем, в следующую столбик без накида. Воздушная петля, одну петлю пропускаем, в следующую столбик без накида. Воздушная петля, снова одну петлю пропускаем и столбик без накида.
Продолжаем вязать так до маркера. Воздушная петля, одну пропускаем, столбик без накида. Воздушная петля, одну пропускаем, столбик без накида. В конце ряда воздушная петля, одну пропускаем и соединительный столбик. В следующую петлю еще один соединительный столбик. Теперь вязание не разворачиваем, будем вязать в обратном порядке по лицевой стороне рачьим шагом. Делаем воздушную петлю. Теперь под воздушную петлю предыдущего ряда вводим крючок, протягиваем нить и вяжем столбик без накида. Воздушная петля, столбик пропускаем под воздушную петлю, снова вводим крючок, вытягиваем нить, вяжем столбик без накида. Воздушная петля, под следующую воздушную петлю предыдущего ряда столбик без накида. Воздушная петля, под следующую воздушную петлю столбик без накида. И так до конца ряда вяжем то же самое, только в обратном порядке. Воздушная петля и столбик без накида. Только первый ряд мы вязали в одну сторону, а этот мы вяжем назад. Рисунок очень простой, всего 2 ряда, вот которые я вам показала. Они будут повторяться постоянно, но рисунок будет смотреться очень красиво. Мне очень нравится этот рисунок. Здесь в конце ряда тоже воздушная петля, и от последней петли одну пропускаем и в следующую соединительный столбик, и потом еще один соединительный столбик. То есть одну петлю пропускаем, 2 соединительных столбика. Третий ряд начинается с воздушной петли, и мы повторяем первый ряд, только так мы пропускали петлю и вязали столбик без накида, а здесь мы просто будем воздушную петлю вязать и столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда. Их хорошо видно, поэтому мы вот здесь их видим, эти дырочки, и вот сюда просто вставляем крючок и вяжем столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда. Воздушная петля, столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда. В конце ряда воздушная петля, одну петлю пропускаем, во вторую соединительный столбик, в третью соединительный столбик.
Вот смотрите, какой у нас получается замечательный узор. Для туфелек просто идеальный узор, я считаю. Он плотненький достаточно и в то же время он красивый. Продолжаем вязать то же самое. Вот эти два ряда повторяем. Теперь ряд четвертый мы вяжем в обратном порядке, рачьим шагом, столбиками без накида. В конце ряда каждого у нас воздушная петля, одну петлю пропускаем и 2 соединительных столбика. Дальше продолжаем то же самое. Вот под эти вот арочки из воздушных петель провязываем столбики без накида. Между ними воздушная петля. В обратном порядке также точно под воздушные петли провязываем столбики без накида и между ними воздушные петли. Я думаю, что этот рисунок очень прост, и поэтому больше уже останавливаться на этом нет смысла. Уверена, что вы справитесь самостоятельно. Вот так вяжем каждый ряд. С обоих сторон заканчиваем ряд воздушной петлей, пропускаем одну петлю, вяжем 2 соединительных столбика и лицевые ряды налево и направо вяжем. Один ряд обычными столбиками без накида, второй ряд теми же столбиками, только назад, рачьим шагом. Вот так мы провязали 18 рядов. У нас получилось 8 вот таких парных, это 16 рядов. И еще 2 ряда, вот верхний и нижний. Всего 18 рядов. Все ряды лицевые. Теперь находим центральную петлю вот здесь наверху, посередине. Отмечаем ее маркером. И от этой центральной петли отсчитываем по 2 петли в третью. Ставим маркер справа и 2 петли налево, тоже третью маркер. Между маркерами должно получиться 5 петель. Теперь мы должны остановиться за 4 петли от переда в пятой. То есть, если вы уже провязали до угла, то распустите. В общем, должна быть 5-я петля от передней части. И вот из этой 5-й петли
мы заканчиваем здесь ряд, начинаем набирать воздушные петли. И набираем их столько, сколько нам надо, чтобы присоединиться вот здесь по центру переда к первому маркеру, вот сюда, где петля в первом маркере. Но у меня получилось 10, я посмотрела, маловато, еще пару петель набрала, в общем 12 петель мне было достаточно, чтобы вот сделать такую перемычку. Присоединяемся столбиком без накида к петле, в которую вставлен маркер, убираем этот маркер. Потом между маркерами у нас 5 петель, мы все 5 петель провяжем столбиками без накида. И вот там, где у нас второй маркер стоит, в шестую петлю провязываем столбик без накида. И уже из этого столбика без накида мы будем набирать точно такую же цепочку из 12 воздушных петель, которую мы потом присоединим к другой стороне туфельки. Вот 5 петель провязали, убираем этот маркер, провязываем сюда столбик без накида и набираем цепочку из 12 воздушных петель. Теперь отсчитываем от переда 4 петли и в пятую петлю привязываемся столбиком без накида. Дальше продолжаем вязать по кругу еще 3 ряда. Вот тут довязываем потом по цепочке из воздушных петель столбики без накида. В центре здесь привязываемся в следующую петлю, провязываем уже не 5 петель между ними, а 3 будет петли и вяжем дальше. И таким образом провязываем еще ряды, пока они не сойдутся. И еще забыла вам сказать, вот здесь вот углы, когда мы вяжем, то здесь угловую петлю мы пропускаем. То есть мы берем боковую петлю с цепочки вот этой, берем боковую петлю с туфельки, а середину, центральную угловую петельку мы просто пропускаем. С другой стороны в углу делаем то же самое, пропускаем центральную петельку. Вот все, мы на этих вот цепочках из воздушных петель провязали по 3 ряда, ну и по кругу они получились. А теперь обвязку будем делать. Обвязку будем делать столбиками без накида, но даже не столбики без накида, а полустолбики будут. Вот таким образом мы будем делать накид на крючок, не с привычной стороны, а снизу забираем. И потом провязываем вместе с накидом столбиком. То есть это как бы полустолбик, но только накид берем с другой стороны. Я вот показываю медленно, так что я думаю, что вы увидите, каким образом мы делаем эту обвязочку. Вот обычно мы делаем так, берем накид, да, а здесь мы наоборот, с другой стороны его берем и вяжем столбик с этим накидом вместе.
Вот такая вязочка у нас должна получиться. Очень украшает верхний край. Плюс она создает такую плотность наверху. Наша туфелька готова. Я не ставлю наверх никакие резинки, не делаю никаких убавлений, потому что за счет того, что мы сделали вот такие две как бы шлевки впереди, она очень плотно будет сидеть хорошо на ножке. Поэтому ничего тут лишнего не надо. Забираем теперь последнюю петельку вовнутрь, закрепляем ее и потом мы ее просто прячем. После того, как конец нити будет спрятан, можно подумать об украшении. Вот я украсила эти туфельки вот таким цветком. Посередине поставила такую бусину жемчужную. Я думаю, что это смотрится просто удивительно. Мне очень понравилось. И как вязать такой цветок объемный, я вам выставлю буквально через пару дней отдельное видео, и вы можете посмотреть. Если кто-то из вас хочет именно такой цветок сделать, вы можете его сделать. Очень легко вяжется. В другом случае можно сделать пуговицу какую-то красивую. Ну, в общем, сами смотрите, брошку какую-то прикрепить. Тут подойдет любое украшение. Друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. Если есть вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Желаю вам ровных петелек и до новых встреч!